А я детям разморозила тортик. Такой вкусный. Покажи в разрезе. Поверни. Вот. Мою. Такой вкусный. Afiyet olsun, дети. С йогуртом они кушают. Миша, afiyet olsun. Бeraber olsun. Молодец. А я сейчас в Инстаграме смотрю этот. Тетя на диете сидит. Давай, показывай. На диету сядем. Покажи, В она общем, ест. она ест филе воды в собственном соку. В общем, она налила воды, положила туда лед, и, в общем, у нее такой суп. Будешь завтра на обед? А? Она на обед ест? А? Интересно, как же она ест? С ложкой. Что, ложку есть будем? Нет, ложкой и ест такой суп. Будешь? Что, прям вот так вот лединки? Да. Будешь? С завтрашнего дня. На завтрак, обед и ужин. Завтра на ужин попробую, если будет... А завтра попробую, если будет вкусно, то попробую. Хорошо. Ладно, приятного аппетита. Покажи эту тетю, мам. Нет, отстань. Покажи. Алексей работает, как всегда. А я еще к рецепту даже не приступала. А знаете, что сейчас Миша делал? Он, короче... Алексей, как дела? Ой. Спасибо, что поинтересовались. Кофеечек. Что-то у меня какая-то апатия. Вообще ничего не хочу. Зрители меня так хвалят, что у меня такие классные рецепты. Ну, просмотров с гулькин нос. Поэтому вот я, видите, подготовила все для очередного рецепта. А не могу себя заставить. Время уже сколько, Леш? Да, Грей. Время уже 11:30, а я не могу себя заставить. Никак. Вот вообще от слова совсем. Представляете? Ох, я не знаю, что мне делать с этой бедой. Нет, нормально все. Все хорошо. Все будет хорошо, верно? Дай мою кружку, пожалуйста. У меня на свете было все да не то. Где моя судьба, мне неведомо. Кофеечек. Я сказала, кофе закончится, больше покупать не буду. Хары. Так. Кофеечек нальется. Я с молоком пью. Эспрессо лунго с молочком. Так. Что тут, 2 колбаски осталось, надо детям еще нарезать. Это ханум уже подсохший. Сейчас будем доедать. Вот это. А кто-то за хлебом хотел сходить, передумал, да? Ну, что-то мне как-то никто Не поддержал твою идею? главную идею. Не сказал, браво, Алексей, давай, да? Так? С утра Олегу придется. Ой, какой красавчик, да. Доброе утро всем. Я тут повытаскивала кучу каких-то куриных частей. Это, по-моему, у меня суповой набор. Здесь не знаю что. Сейчас проверю. Короче, хочу, знаете, что сделать? Обычно я делаю жаркое из вот этих реберно-бедрышковых суповых наборов. Видите, это вот задняя часть курицы. Обычно я делаю жаркое, но так как у меня здесь достаточно много всего, знаете, какая мысль меня посетила? Я сейчас часть этих куриных частей сварю, сделаю бульон. В этом бульоне сварю тесто, и будет у меня бюджетный бешбармак. На мукбанге заточим. У нас замечательная погода. Ребята мои ушли за... Ой, простите, картошкой. Вау, смотрите, нам бассейн там чинят. Что-то там замазывают, делают. В общем, ребята, мы пошли за картошкой, за луком, потому что все закончилось. Вот. А я пока подумаю, чем мне позавтракать, и начну готовить. Морозилку я уже почти все освободила. Ничего особо не закупаем, не затариваем. Вот. В морозилке у меня остались только эти
Рыбка, которую мы с нашими турецкими друзьями покупали вместе, чтобы посидеть, я думаю, она еще дождется своего часа. И 2 полочки у меня сардинч. Забила, потому что, когда они уезжали в Адану, свой холодильник отключили, чтобы... Ну, я не знаю, вообще, честно говоря, мастера мои... Когда я сотрудничала, ну, когда мы работали с ремонтом крупной бытовой техникой, они говорили, мы же постоянно на лето уматывали там куда-нибудь в Болгарию, куда-нибудь там на 3 месяца уезжали. И они всегда говорили, не отключай, лучше не отключать. Для морозилки, для холодильника лучше, чтобы они вот пусть будет. Если ты уедешь там на полгода, на продолжительное время, тогда отключи. А если, говорит, 2-3 месяца, не отключай, говорит. А уж тем более, если на месяц. Вот, но наши турки сделали так, как посчитали нужным. Это их права. Они в любом случае молодцы. Отключили холодильник, все двери открыли, чтобы это все дело проветривалось. Вот. А те продукты, которые хотелось бы оставить в морозильной камере, оставили в нашей морозилке. Вот. Что еще хотела сказать? Ну а когда мы в этот раз уезжали уже прям надолго, мы знали, что мы надолго уезжаем, мы все равно оставили холодильник. У нас 2 холодильника в Подмосковье, 1 холодильник мы оставили все равно включенным, потому что там оставались продукты такие, знаете, как тяммитыке, которые не портятся продолжительное время, такие как зверобой, заправка для чимчи. То есть у меня там еще кое-какие продукты в Подмосковье остались, лежат в морозилке, там кое-какие по мелочи продукты остались. Вот. Все это дело у нас лежит уже там месяцами. Но оно, в принципе, хранится годами. Вот. Ну, и я решила не отключать холодильник. В общем, там холодильник работает, продолжает работать. Такие у нас дела. Мальчишка прям вот этот швы замазывает. Молодец, как старается. Видно вам? Сейчас увеличу. Вот он. Молодец. Вот, а я пойду поищу себе что-нибудь на завтрак и буду готовить кушать. Тут Орел Орешки говорит, путешествовать со $100 это прикольно, а путешествовать не выходя из дома это еще прикольнее. Дети уже кушают? По-моему, получилось вполне аппетитно, да? Кому нравится? С Паби Мури. Очень даже вкусно. Полный казан у нас теперь еды. Па-бам! Я прилетела на остров Кауаи. Так. Выходя из аэропорта, все туристы пересаживаются на вертолет. Детям афет олсун. А Миша по-другому обычно говорит. Алексей работает. На улице супер погодка. Они меня приглашают на прогулку в Эрдемли, а я пока еще думаю. Прогуляться в Эрдемли, не прогуляться в Эрдемли. Прогуляться в Эрдемли, не прогуляться в Эрдемли. Ой, море классное. Море, песок, как Миша говорит. О, жизнь хороша. Миш. Камон. Камон. Дай Олегу, Олег, Мише попробуй, дай. Попробуй, откуси. Ну да, у тебя же мама плохо готовит. Не дай бог. Сейчас попробуешь, а окажется гадость, как всегда. Невкусно? Ничего не острый. Вкусно, Олег? Да, вкусный. Очень вкусно. Давай кушай. Будешь новый дать? Вот этот крендель ничего не пробует у нас. Новое. Паби Мури, картошка, ему больше ничего не надо. Да? Иди станцуй зрителям. Ну все, тогда пока. Миша, ну-ка ты тоже так можешь? Не хочу. Выключи камеру. А? Выключи камеру. Выключи камеру. Я же вижу, выключи камеру. Я говорю, выключи. Я ты включила, я же вижу.
Как ты видишь? Куда собрались? На тренировку по тхэквондо. А ты? Сейчас лифтер возьмет. Скажет, нет уж, ребята, вас не буду вести слишком Все, тяжелый дети, поддевочные майки сняли. Жара. Жарко. Олег застегнулся на полную. Сейчас будет жарко. Ну, на улице этот. Не надо, застегнись. Наоборот, лучше было, да? Не, Конечно. нормально будет, что не Винтер. застегивай. Винтер. С машину сядешь, там нагрето теперь на солнце. Что-то привезли. Мефсим контрол. Мефсим что такое? Сезон. Сезонный контроль климаса, да. А, 4 сезона, Сегодня контроль. 24, да, их написано. И клим, что такое? Папа, дайте мне ключи, я заведу. Не надо, тебя заведу. Вы опаздываете на тренировку. Сдали детей на тренировку, пришли сами на рынок. Что я вам хочу сказать, в Турции наступила жара. И если на улице еще хоть есть чем подышать, воздух свежий чувствуется, то в машине едешь как будто прям вот середина лета. Жарище невыносимое. Надо врубать кондиционер. Да, посмотрим, что на рынке интересного появилось на момент съемки. 19 февраля. Скоро март. 4 килограмма на 10 лир. Апельсинчики. У нас апельсинов дома полно, яблоки по 6. Невзрачные кабачки по 8. Помидоры непонятные. Свекла есть, зеленушка какая-то вяленка. Что-то сегодня много, да? Сегодня какой день недели? 3 кило на 10 лир картофель. Вот этот хороший по шестерке, да. 4,65 купил. Ага. Ну смотри, помидоры уже по 6, по 5 можно взять. По 9 уже эти. Огурцы. Сыры вот такие вот. Наши турецкие друзья не рекомендуют на рынке сыры покупать. Лично они боятся эту сальмонеллу. Мы сначала об этом не задумывались, но после того, как они нам это сказали, мы тоже перестали покупать сыры именно на рынке. 10 лир помидоры, шпинаты, панчар 7 лир. Панчар это свекла. 7 лир. О, клубничка по 35. 35 дорого. Смотрите, крупные какие апельсинчики классные. 4 лиры за килограмм, видите? Мелкие стоят 4 килограмма за 10 лир, 2,5 лиры получается. А крупные уже хотят 4 лиры за килограмм. И вот я не знаю, что за мода у них. Постоянно намывать овощи. Смотрите, картофель помыли. Морковку постоянно моют. Она же от того, что ее помоешь, наоборот, быстрее портится, правильно говорю? Вот картошка по 5 лир хорошая. Бананчики, огурчики. Авокадо 35. Такие малюсенькие эти цветные капусты. 3 лиры лимончики. 8 помидорчики. Тут предвыборная компания, предвыборная какая-то компания. Не знаю, что за тетя, не знаю, что за выборы, но листовку всучили. Специи. Специи все бесценные. Какие-то семечки, дрожжи, сухофрукты. Не знаю, быстро я вас провожу по рынку или нормально. О, 17 лир баклажанчики. 3 лиры остатки этих. И перцы почем, интересно? Вот 15 лир. Бедер на когда? Что он сказал? Kaç? 20. 20 лир эти красные перчики болгарские. Вот так вот. Прям бедрами специи.
различные... А, тут еще и крупы, помимо специй. Вот так продается в Турции томатная паста. Учитывая, что помидоры здесь очень-очень качественные. Вот мелкие апельсины продают 4 кило за 10 лир. Учитывая, что здесь очень-очень качественные помидоры, что касается томатной пасты, здесь просто равных нет, как они умеют ее делать. Круто. Очень-очень вкусная, концентрированная. Ее вот прям чуть-чуть кладешь, и блюдо становится краснющее. Вот. В России мы тоже покупали хорошую томатную пасту. Вик томата, по-моему, называется. Точно не помню. Помидорка хорошая, но ценники, конечно, там соответствующие. Вот. А если купишь такую более-менее подешевле томатную пасту, то кладешь ее, кладешь. Хоть банку положи, а оно как будто и не клал. Вот. Помидорчики такие с зеленцой по 5 лир уже. Вот смотрите, редька, редиска, картофель по 5, сыры по 60, 75, 50. Вот такие с естественной плесенью 50. Вот такие даже. Что-то здесь очередь, надо посмотреть. Огурчики по 10, но они прям симпатяшки, посмотрите какие. Поэтому и очередь. 5 лир картофель, 5 лир морковка, 7 лир этот лук-порей. Вот по десятке огурчики тоже. Смотрите, какие малышки вот здесь можно прям выбрать, да, классные. Шпинат. Что-то как-то вообще некрасиво валяется. Обычно они его корень к корню прям собирают. 3 кило на 10 лир маленькие яблочки. Корень к корню прям собирают и завязывают резинкой, получается, красивенько. О, вообще здесь 5 килограмм на 10 лир дают. Этот Донас суджук 75 лир. Такой я уже показывала. 10 кило он лира, 5 килограмм 10 лир. Можно, мне кажется, уже писать бесплатно. Да? Ой, смотрите эти бабугайчики. Короче, получается, смотрите, 5 кило на 10 лир по 12 рублей. Даже по 11 где-то с копейками. По 11,20 за килограмм апельсинов. Это, конечно, нонсенс. Это здесь домашние яички. Гель, некогда? Гель говорит. А, смотри, саримсак нам надо, наверное. Кыс? Ne kadar? Şunda 20 tane var, 30 lira. 20'den 1,5. He, 1,5. Evet. Bileyim mi? Anladım. Hadi bir para karıştıralım. Para. Я не понимаю. Надо нам? Нет? Не надо. Teşekkür ederim. Саримсак 25. Картошка, смотрите, как я люблю. С лошадью голову по 5. Посмотрите, какие оливочки. Леш, смотри, это прям как в Греции оливки. Да? Классно. Крупные? Крупные. По 4 лиры эти морковки, 5 лир яблоки, 6 лир вот такие красивые яблоки, 7 лир невзрачные бананы, мандаринчики, посмотрите, какие красавчики, по 5 лир. Армут, это у них груша. Что тут еще есть интересного? Гель. 15 лир. Татлы. 15 лир эти болгарские перчики. Татлы, значит, сладкие. Тоже 4 килограмма 10 лир. А здесь крупные 3 килограмма 10 лир. Смотрите, вот такие красивые аппетитные помидорчики на ветке. 12 лир за килограмм. Яблоки по 5, айва по 4. Вот эти, смотрите, невзрачные капусты. Я не знаю, кто их покупает. 2 лиры за штучку. Килограмм совсем мелкие какие-то. Брокколи 7,5. Чикофте продают. Это национальные эти
котлетки. Национальные котлетки из булгура, да? Наверное, да. Опять пошла форма. Хурма по десятке. А что, заканчивалась? Нет, она как-то стала Сельдерей. прекратить на время. А потом Бербичук по рубль 50. почти 50. Домашние яйца. Куча, море, зелени. Любители зелени, вегетарианцы, это прям вот рай для вас. А вон аппетитный чеснок. Надо спросить. Sarımsak ne kadar? 25 lira. 25 лира. 25 лир, но он, блин, большой такой. Sarımsak. Хороший, но большой. Смотрите, как красиво редьку. Редиска, петрушка. Вот эти на черри похожи, смотри, по десятке. Огурцы, если хотите, на той стороне по десятке, хорошенькие, миленькие, маленькие. Олег кушает огурцы. Да, можно. Вы типа пятерки, ты домашние все потратил. Еще хочешь потратить? Кабаки, чтобы они еще полежали. Ну, редиску поснимай уже. Редиска, я даже не знаю, как будет по-турецки. Такая вот красивая. Крупная. Sınav 9 lira abi. Подожди. Турп. А это хавуч. А это непонятно. Они, наверное, одинаково называются турп. Я знаю, что у нас есть зрители из... А сколько хавуч стоил? 5 четверо? Я знаю, что у нас есть зрители из Турции. Редиску. Не знаем, как перевести. Как переводится редиска? Редиска? Ага. Турнак, по-моему. Турнап? Это вот. Так, на что еще тут взглянуть? Ну, слушайте, полно-полно всего. Ценники подороже, конечно, чем летние. Но не глобально. Учитывая, что еще лира сильно Чего упала. нет, я скажу. Нет клубники, нет черешни, Турп. 3 нет лиры. арбузов, нет дынь. Ну, подожди, еще не сезон. Ждем. Болгарский перчик. Не когда? 20 лира. 20 лир болгарский перец, но наши деньги 120 рублей. Получается. 25 лир на той стороне тоже аппетитные. Что-то какая-то агитационная кампания идет, да, Леш? И вот такие перцы огромные лежат написано. 25 лир они хотят за такие перцы. 3 кило. Лошадиный. 3 кило за 10. 3 кило за 10, да. Свекла по семере. Турп они называют. Турп, да. Ачик тарла. Что такое ачик тарла? Знаешь? Ачик тарла. Вот такое у нас разнообразие овощей и фруктов по очень-очень доступным ценам. Вон те вот листья салата я люблю. Надо узнать, сколько стоит. Тане 7,5. Одна штучка 7,5 получается. Ne kadar? 7 lira olur. 7 lira. Islanmayak abi bunlar. Ha? Islanmayak bunlar. Bir hafta bekler. Ладно, bir hafta. Взять за 7 лир. Взять за 7 лир такой? А? Olur. Семеру давай тогда. Bunlar 7 lira tanesi. Да, пусть. Как хочешь. Тане 5. Штучка по 5. Это цветная капуста. Надо тебе? Цветную капусту? Да. Не знаю. Что надо? 7 лир стоит. 7 ли надо? На из меня большую деньгу. Сейчас он тебе надает щебня. С вещами здесь тоже порядок. Что хочешь, сколько хочешь, за сколько хочешь. 4 килограмма морковочка. Томаты 5 лира.
По пятере томаты. Merhaba. 5 lira abla. 5 лир. Hadi bakalım. Мягенькие. Но выбрать можно. Меня не понимают, меня переспрашивают, что говоришь, говорят. Domatesli domates. Короче, по 5 лир в томаты сейчас я себе наберу.